Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, сегодня я буду готовить рыбные котлеты. Как и многие хозяйки, я тоже готовлю рыбные котлеты из разных рыб. Сегодня я приготовлю рыбные котлеты из шамайки. Кому интересно, оставайтесь со мной и будем готовить котлеты из шамайки вместе. Для приготовления рыбных котлет из шамайи мне понадобятся следующие продукты. Рыба шамайка, картошка, репчатый лук, мука, растительное масло, одно яйцо, соль и пряности. Перечень и количество всех ингредиентов вы видите на своих экранах, а также список необходимых продуктов для приготовления рыбных котлет я, как всегда, оставлю внизу под видео. Итак, я предварительно помыла рыбу, положила ее на кухонную салфетку, чтобы вода вся стекла, и тщательно высушила ее кухонной салфеткой. Теперь разделываю шамайку. Рыба у меня уже чистая, я отрезаю хвосты, головы, плавники и жабры. Мясо шамайки, это из семейства карповых рыбы, не уступает мясу животных по своим питательным и пищевым свойствам. При этом легче усваивается организмом, что делает его более ценным. Мясо шамая богато витаминами, макро- и микроэлементами. В его состав также входят белки, жиры. Одним словом, мясо шамая очень и очень полезный продукт для организма. Но вот беда. Несмотря на все свои полезные свойства, у рыбы шамайка есть большой минус – наличие множества мелких костей. Но, к счастью, это, пожалуй, ее единственный минус, который можно плавно перевести на плюс. А как? Да, очень просто. Можно приготовить котлеты из шамайки, прокрутив на мясорубке все мелкие косточки вместе с филе рыбы. Я из мяса рыбы шамайка снимаю только позвоночник, а все остальные мелкие косточки вместе с мякотью пропускаю через мясорубку, да не один раз. Кстати, удаление позвонка из шамайки – самая трудоемкая часть работы в приготовлении рыбных котлет из шамая. Я это делаю так. Полностью раскрывая брюхо рыбы, давлю на косточки вдоль позвонка. Косточки достаточно нежные и хрупкие, от чего они сразу же ломаются и отрываются от позвонка. После чего я осторожно вытаскиваю позвонки из рыбы. При желании их, конечно, можно выбросить, но я оставлю эти богатые микроэлементами субпродукты для ухи. Так как в субпродуктах шамая тоже достаточно немало мелких косточек, я их отвариваю буквально 10 минут, процеживаю через марлю, сложенную в несколько раз. Затем в этот бульон добавляю куски крупной рыбы и дальше варю уху. Получается безумно вкусный, наваристый и невероятно полезный супчик. А пока я просто кладу субпродукты шамайки в герметичный контейнер и убираю их в морозилку. Перехожу к следующему этапу в приготовлении котлет из шамайки. Кстати, если у вас в магазинах ее нет, то рыбу шамая можно заменить на любую другую рыбу с мелкими косточками. Сегодня я 3 раза пропустила рыбу через мясорубку. Иногда делаю это даже 4 раза. Это в тех случаях, если я все-таки неуверенная бываю в том, что мне удалось безупречно перемолоть мясо рыбы. По этому поводу смело хочу отметить, что если дома есть маленькие дети, то не обдумывая пропустите мясо шамайки через мясорубку 4 раза, чтобы уже было наверняка. После того, как я пропустила мясо рыбы в 3-й раз, вслед за шамайкой пропускаю 1 картошку и 1 репчатый лук через мясорубку. Под посуду, в которую буду мешать и отбивать мясо рыбы, кладу силиконовый коврик, чтобы при работе посуда не шаталась и не отвлекала меня. Силиконовый коврик можно заменить на влажную салфетку. В
отдельной миске взбиваю одно яйцо и отправляю его в фарш. Туда же отправляю соль и пряности. А это черный и красный перец, имбирь, сумах, молотый мускатный орех и тмин. Вы же ориентируйтесь на свой вкус. Все хорошенько мешаю и отбиваю. После этого желательно хотя бы на несколько часов отправить мясо в холодильник. Теперь формирую котлеты. Их можно формировать овальными, круглыми. Это не принципиально важно, и я сегодня формирую рыбные котлеты круглыми. Для этого разделяю рыбный фарш на одинаковые части, слегка отбиваю их и придаю им форму. Для этого сначала формирую из них шарики, колобок, затем осторожно придавливаю сверху и придаю форму лепешек. Затем погружаю в муку и пока откладываю в сторону. Из указанного количества продуктов у меня получились 12 котлет. Друзья, рыбные котлеты – отличный полуфабрикат, который может выручить вас, когда что-то дельное надо приготовить на скорую руку. Я сегодня пожарю все котлеты, но очень часто в таком виде я отправляю их в морозильник как полуфабрикат. Попробуйте как-нибудь приготовить вот такой полуфабрикат. Это палочка-выручалочка для каждой хозяйки и в каждом доме. Приближаемся к финишной прямой. Я налила растительное масло в горячую сковороду, туда же отправила котлеты. Жарю котлеты на умеренном огне чуть ниже среднего, примерно по 10-12 минут с каждой стороны. Если по случайности в котлетах остались хоть какие-то косточки, то после такой термообработки они станут очень хрупкими, хрустящими, что делает рыбные котлеты еще более вкусными. Чтобы корка у котлет получились хрустящие, крышку сковородки не закрываю, а чтобы масло не брызгало по сторонам, накрываю ее специальной сеточкой. На берегу красавицы Куры раскинут мой город Мингичаур. Дальше, к сожалению, не помню. Автора, к своему стыду будет сказано, тоже не помню. Зато прекрасно помню и знаю о том, что в этой реке Кура водится небольшая по размеру, но очень ценная промысловая рыба шимая, что в переводе с персидского означает «царская рыба». Вяленая и копченая шимая настолько вкусная, что ее смело можно поставить в один ряд с разными деликатесными балыками. А еще из шамайки можно приготовить вот такие чудесные котлеты. Ну что, вуаля! Хрустящие снаружи, сочные и нежные внутри рыбные котлеты из шамайки готовы. Друзья, обязательно приготовьте рыбные котлеты для себя и для своих близких. Как я уже говорила, шамайку можно заменить на любую мелкую костистую рыбу. Котлеты из рыбы шамая – очень полезный продукт. Они способствуют здоровью костей, богаты магнием, калием и другими макро- и микроэлементами. Их можно сразу пожарить и покушать, а можно часть оставить как полуфабрикат. Друзья, благодарю всех за просмотр и очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. А напоследок предлагаю посмотреть вот это видео, где я готовлю говяжьи котлеты и полуфабрикат из них. А я пока прощаюсь с вами, но ненадолго. Жду вас на своем канале. Я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!